Здравствуйте, весы! Сегодняшний таро-прогноз сделаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 27 апреля по 3 мая. Давайте посмотрим, что ожидает вас на предстоящей неделе. Какие вам карты выпадут сегодня, что же интересного произойдет у вас именно в этот отрезок времени. Я напомню, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из весов, которые сейчас смотрят это видео, этот расклад подойдет, окажется полезным, и вы сможете в комментариях написать, что вы думаете по поводу этого видео, насколько оно вам подходит, насколько оно резонирует с вашей конкретной ситуацией. Напомню также, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить какое-нибудь сообщение. Итак, давайте посмотрим расклад по дням. То есть на каждый день недели по одной карте. Сначала из основной колоды, затем из колоды дополнительной для весов. Посмотрим, что у вас выпадет. Итак, весы. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Ну, давайте посмотрим. Первая карта — королева Пентаклей. У вас есть эта карта земного знака. Может быть, как-то здесь вы будете решать какие-то вопросы с земным знаком. То есть это девы, тельцы или козероги. Возможно, по королеве Пентаклей вы здесь проявляете эти качества королевы Пентаклей. То есть какую-то хозяйственность, может быть, какие-то вопросы решаете, там, связанные с покупками, какими-то оплатами счетов, работой, которая приносит вам деньги. Потому что здесь вот она такая трудолюбивая, она внимательная, она хозяйственная, да, она такая очень приземленная и практичная. И она решает какие-то вопросы очень и очень продуманно с финансовой точки зрения. Может быть, вы здесь по королеве Пентаклей думаете о том, как там обустроить, не знаю, в вашем доме, как-то улучшить быт, сделать уютнее обстановку. Возможно, так. Возможно, здесь о доброте, о сердечности, о верности в общении с окружающим, потому что это тоже то, что дает стабильность, постоянство. Это то, чего вам хочется, да, сохранение этой стабильности. Королева Пентаклей. Давайте посмотрим, что же здесь еще будет. В понедельник у весов какие карты еще вам выпадут. Выпадает карта принц жезлов, огненная стихия, возможно, общение с огненным знаком, лев, овен или стрелец, либо вы здесь проявляете, хоть вы воздушный знак, да, но вы проявляете здесь много вот такой энергии огня и земли, то есть желание решить какие-то материальные, практичные вопросы, вы прям мчитесь, решительно действуете, выполняете какие-то задачи и готовы здесь вот, да, этим энтузиазмом преисполненные решать эти какие-то свои дела, свои задачи, которые вы в понедельник себе поставили как цель. Дальше идет семерка мечей, она о хитрости, о обмане, о предательстве. И, возможно, вы здесь что-то нечестным путем сами пытаетесь сделать, либо кто-то может не совсем честно поступить с вами. Нужно в любом случае быть осторожнее. Здесь может что-то пойти не так, как вам бы хотелось, потому что это карта еще провала. То есть, когда вы себе придумали один план действий, там одну картинку нарисовали, а она бац, поменялась, и совсем все по-другому получилось. Да, не так, как вы видели, не так, как вы планировали или думали. Это не означает, что это ужасно плохо, но как будто бы вот вы чувствуете себя обманутыми. Может быть, даже вы сами себя обманули в каких-то вопросах. Это такой самообман своего рода. Ну, давайте посмотрим. Вот она, семерка мечей. Что здесь еще будет у весов? Почему здесь семерка мечей на вторник? Здесь еще принц мечей выпадает, воздушная стихия ваша. Вы можете по принцу мечей здесь, вот знаете, как будто бы проявлять какую-то жесткость, агрессию, если кто-то вас обманул, или вы здесь всеми способами пытаетесь схитрить, обойти какие-то пути, потому что у вас есть цель, намерение, там, открыть закрытые двери, решить какие-то вопросы, и вы здесь готовы использовать любые способы. То есть вы как будто бы
Считаете, что вас ничто не остановит, вы здесь очень порывистые, очень упертые в чем-то, и вы готовы даже где-то, может быть, не совсем честно поступить. Либо, если что-то идет не по вашему плану задуманному, это может вызвать у вас гнев, такую агрессию, раздражение, и она может вылиться на кого-то из окружения вашего. Нужно быть все-таки осторожнее. Дальше идет тройка мечей. И вот тройка мечей, она прям разбитое сердце изображает, эти 3 меча здесь вонзенные. Может быть какой-то конфликт неприятный для вас, может быть здесь какое-то недомогание, да, самочувствие плохое, либо, в любом случае нужно быть осторожнее, либо по тройке мечей здесь есть какие-то неприятности, которые заставляют вас почувствовать вот эту горечь, да, разочарование. Тройка мечей. Так, давайте посмотрим, почему у весов в среду выпадает эта тройка мечей. Здесь 5 чаш также. Печаль, что-то не получилось. Проблема какая-то в доме, или вот что-то вас разочаровывает и расстраивает, и вы не видите за этим каких-то хороших возможностей и перспектив, потому что вы на что-то обижены, или вы вот из-за чего-то грустите, вот как будто, да, разочарованы ситуацией, в которую вы попали. То есть как будто бы вот есть какая-то проблема глобальная, и вы не можете из нее вырваться и уйти. Вы как в ловушке находитесь, и вот и ни туда, ни сюда не двинуться, и вот вы вот просто за закрытой дверью решаете как-то свои проблемы, свои вопросы. Дальше идет карта башни. Ощущение разрушения, ощущение краха, может быть, каких-то неприятных моментов, которые внезапно происходят. Но также это может быть и озарение, прозрение с этой картой, молния здесь изображена, да. Может быть и какая-то ситуация, где вы готовы разрушить старые устои, то есть то, что было раньше каким-то замком, зданием, не знаю, какими-то вещами основополагающими. Здесь вы это разрушаете, чтобы построить нечто новое и лучшее. То есть готовность что-то разрушить, отпустить, потому что это больше не работает, не служит вам, может быть неудачное что-то, может быть какой-то конфликт происходит, где вы высказываете то, что вы думаете, и это может быть как такая разрушенная башня здесь. Ну, давайте подумаем, что здесь еще может быть. Давайте достанем дополнительно для весов на четверг карту еще. Здесь есть туз мечей, то есть решительность какая-то. Вы готовы решительно там выбросить старый утюг, который не работает, сломался. Вы готовы здесь освободить себя от чего-то и расчистить пространство для чего-то лучшего и нового, потому что это больше не нужно, и это больше вам не подходит, не нравится. То есть вы готовы от чего-то освободиться, поэтому тузу мечей справиться таким образом с этой ситуацией, найти выход из этой ситуации. И королева мечей тоже держит здесь меч. Воздушная стихия, ваша стихия, вашего знака по королеве мечей может говорить о вас, может говорить про общение с другим воздушным знаком. Весы, как вы, близнецы, водолеи, это в целом карта двора, карта персоны. Но также королева мечей, она такая правдолюбка, да? Она говорит то, что думает, то, что чувствует, она очень проницательная, внимательная такая к деталям, все замечает. То есть вы можете эти качества здесь проявлять. Вы можете здесь по своей характеристике здесь можете добиваться каких-то вопросов там в вашей карьере. Вы очень амбициозны, вы готовы благодаря своим идеям, мыслям, да, продвигать себя вперед в карьере. То есть вот об этом здесь может речь идти. Вы очень честные, вы говорите то, что думаете, и вы в свой адрес можете услышать то, что вы, может быть, не ожидаете услышать. Это может вызвать какую-то тоже агрессию даже. Но в любом случае вот такая она, это королева мечей. Давайте посмотрим еще для весов пятница. Что здесь еще есть? Карта шута, карта нового начинания. Ну, действительно, когда здесь разрушение было чего-то, да, и начало нового, то у вас фактически май месяц начинается как что-то совершенно новое, потому что вот в апреле что-то завершается, негативное, плохое, может быть, что-то было плохое в конце апреля, оно завершается, уходит, и по шуту в начале мая у вас начинается совершенно другой новый этап, и вы готовы в этот новый период своей жизни шагнуть с легкостью, с интересом, с энтузиазмом. И в принципе дальше 8 жезлов и 8 пентаклей, которые у вас идут на выходные, показывают вот это стремительное желание двигаться вперед. И по 8 жезлов у вас есть определенный прогресс здесь в делах, в ваших каких-то важных для вас вопросах. И какой-то есть прорыв и движение, соответственно, по 8 жезлов в субботу.
Давайте посмотрим. Здесь может быть много общения, может быть много каких-то звонков, сообщений для вас. Тут же карта Иерофанта, карта Тельца. Может быть связано это с человеком знака Телец. Может быть здесь какие-то по Иерофанту вопросы, связанные с вот таким Иерофантом. Это может быть человек старше вас, мудрее вас. Какие-то вопросы, которые вы с ним обсуждаете. Получаете совет хороший, который приведет к прогрессу, к развитию. Может быть кто-то из вас здесь принимает решение. Это карта брака также, готовности там вступить в брак, к примеру, тоже, да, какие-то вопросы такие здесь решаются по Иерофанту. То есть в целом это все, что связано с мудрыми решениями, то есть поступить мудро, поступить так, как от вас ожидают окружающие, может быть, или как того требуют традиции. То есть здесь о духовности, о лидерстве духовном, о готовности благодаря этой мудрости, да, принимать решения, которые будут хорошо вас продвигать вперед, толкать. 8 Пентаклей — карта успешной работы, успешной занятости. Здесь может быть кто-то даже в воскресенье работает. Возможно, кто-то здесь просто добивается какого-то хорошего результата, и это может быть даже дома какую-то работу выполняете, делаете это успешно, да, что-то руками делаете, может что-то такое готовите, то есть вот что-то делаете вы, вот и делаете успешно. Да и в целом удача на вашей стороне тут. Давайте посмотрим еще на воскресенье для весов. Карта тройка мечей. Все равно у вас как-то эти мечи здесь все равно выпадают. Вы можете наблюдать за какой-то ситуацией, которая вам не совсем подходит или не совсем нравится. Но при этом я не скажу, что у вас основная карта плохая. Карта основная хорошая, 8 Пентаклей. А вот тройка мечей, которая здесь есть, может к концу дня, к вечеру какое-то разочарование или какое-то неприятное событие, вызывающее конфликт, или какая-то неприятность. Но в целом основная карта хорошая, и это не может не радовать. Но осторожнее нужно быть вторник, среду, четверг. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для весов мы завершаем. Неделя с 27 апреля по 3 мая. На этом сегодняшний расклад недельный у нас заканчивается. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя, берегите своих близких. До скорого.